Сегодня 23 сентября 2020 года. Ровно 27 лет назад произошло страшное событие, которое перевернуло весь мир. Расстрел Белого дома. 27 лет назад, с 3 на 4 октября, произошел сначала обстрел из танков здания Верховного Совета народных депутатов СССР по приказу тогдашнего президента Бориса Николаевича Ельцина. Значит, Ельцину был объявлен импичмент, то есть выражено недоверие. Он отказался освободить должность президента и перешел к силовому решению этого противостояния. Противостояние длилось достаточно долго, но в итоге оно привело к таким событиям. После расстрела начался штурм здания. И погибло, в результате штурма погибло несколько тысяч человек. Некоторых выводили на стадион Красная Пресня, ОМОНовцы, и расстреливали без суда и следствия. Внутри Белого дома у нас была медсестра, которая перевязывала раненых. Как пришли эти сволочи, ее оттаскивают, ее не убивали, а убивали раненых. Добивали, понимаете, ее тащат с раненого, убьют его, она к другому кидается, ее опять оттаскивают. И вот так было. Представляете, город трупов, я не знаю, не буду говорить. Официально 147, по-моему, человек или 150, не помню точно уже. Но мы насчитали больше 1000, там около 2000. Ведь хоронили, мы потом ездили по всем кладбищам, искали, их хоронили в каких-то неизвестных могилах по всей области московской. Вот так поступали власти. Ужас какой! Значит, теперь хотел бы я сказать про снайперов. Вчера вот командир Альфа говорил, что ихнего товарища убили с территории американского посольства. Только сектор обстрела был в этом радиусе, секторе, был очень удобный вот оттуда вот. Убили человека, да? А я 4 числа не попал в Белый дом. Я ночью приезжал, ездил за батарейками, за рациями там маленькими спасательными, и вез сюда. И остановился, не доехав, вот здесь вот около американского посольства на углу. Там есть еще решетка такая. Вот там нас собралось человек 20, наверное. При мне убили командира, который десантниками командовал. Когда они шли через переулок, через посольство сюда. Стреляли с церкви, вот в этой церквушке, оттуда. То есть провокация была сплошная. Забор был каменный такой, вы помните, да, и он весь был, ну не весь, конечно, но был кровавых подтеков. Потом срочно его поменяли в я не знаю. Потом мне было плохо как-то и стыдно перед другими странами, когда снимали Дзержинского, мотали его за голову. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и пресно во веки веков. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, счастливица наша. Владыка, прости беззаконие наше, святые посети исцели немощи наши, и мне Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресно во веки веков. Аминь. Уважаемые товарищи, дорогие друзья, 27 лет нас отделяет уже от тех событий, которые здесь проходили в эти страшные тогда октябрьские дни. Вы знаете, они актуальны сегодня. Сегодня мы имеем жесткую буржуазную диктатуру, еще более страшную, чем было тогда в 90-е годы. В 92-м и в 93-м годах мы еще могли с вами собраться на санкционированные митинги. Теперь под предлогом тяжелого гриппа нас упекают в дома, нас заставляют носить намордники, нам не дают нормально поговорить. Мы здесь стоим только благодаря здравой политике некоторых работников управы и полицейских. Владимир Васильевич, скажите, пожалуйста, как вы считаете, ваши прогнозы, что будет в ближайшем будущем в нашей стране? 10 лет назад, я, будучи в тюрьме, написал книгу «Русская революция неизбежна». Прошедшие 10 лет подтвердили и стали то, что раньше 10 лет назад казалось эпатажной выходкой не совсем меняемого полковника, сейчас о возможности и необходимости революции говорят почти стал общим местом. Поэтому
эволюционного пути исчерпаны, а это судебная система, не будем говорить, что такое представляет, или выборы, еще смешнее даже. Поэтому, коли Путин пресек эволюционные пути развития страны, остался революционным. То есть вы не отказываетесь от своего убеждения, что революция будет? Революция делается меньшинством. Большинство смотрит за ней, а потом принимает ее или не принимает. Я думаю, что... Ну, наши только власти могут помочь нам, да, в этом, правда? Так они самые главные революционеры. Ну, конечно, естественно. Сейчас самый главный революционер — это Путин и его шобла кремлевская. Самый главный революционер. Очнись, великая Россия, из пьяных четверенек встань. Довольно алчным хану змею платить чудовищную дань с жизнями. Кто такие алчные ханы змеи? Вся олигархически коррумпированная, издевательская, грабительская, воровская, антирусская, антинародная, антигосударственная, иудо-сионистская, оккупационная, то есть бандитская вертикаль власти, мэры, премьеры, пэры, президенты, резиденты, ими легион. Первый государственный переворот и уничтожение русской государственности произошло в 1991 году. 25 декабря предатель Горбачев расписался в том, что он как бы перестает руководить большой страной и распускает ее, а в 1993 году была окончательно установлена диктатура тех, кто сейчас у власти. То есть те, которые проводили приватизацию, разворовывание общенародной собственности и так далее и тому подобное. Потом на какое-то время они дали нам какие-то демократические свободы, да, а сейчас они их сворачивают. Это все. То есть эти события 1993 года и нынешние, они абсолютно связаны друг с другом. Интересно, что ответят наши власти, если у них спросить, как вы относитесь к фашизму? Но им сложно действительно будет ответить, потому что, на мой взгляд, они сегодня этот фашизм и являют. Как бы они ни проводили свои бессмертные полки, лицемерные, я убежден твердо, почему я и здесь сегодня, не только для того, чтобы почтить память, восславить героев 93-го года, да, я считаю, мы должны быть достойными продолжателями дела, ради которого они пали, но и для того, чтобы заклеймить позором этот режим и эту систему, которая является наследницей октября 93-го года. Поэтому они избегают тему октября 93-го года. Они понимают прекрасно, что если они осудят расстрел безоружных людей, вышедших на защиту советской власти и советской конституции, значит, им надо распуститься. Потому что вы наследники государственного переворота. Вот Лавров, министр иностранных дел, выступает и говорит: мы не можем признать украинскую власть, потому что мы не признаем любую власть, пришедшую в результате государственного переворота. А вы как пришли к власти, поубивав огромное количество людей, не только у Дома Советов, и после, во всех этих войнах, развязанных этим режимом, но и поддержать расстрел Дома Советов этот режим тоже не может, потому что тогда они расписываются в том, что они продолжатели Ельцина. Но мы это прекрасно понимаем, и без их уверений и подтверждений. Но тогда они окончательно разоблачаются. Поэтому вот их попытка усидеть на двух стульях еще раз нам доказывает и показывает, что фашисты они и есть. Поэтому они препятствуют установке памятника здесь героям. Поэтому они всячески пытаются замылить, затушевать. Не было расстрела Дома Советов, ничего этого не было. Чтобы только смыть свои преступления, след своих преступлений. Они прекрасно знают, что они наследники. Ровно 27 лет назад в нашей столице произошли страшные события, которые буквально перевернули жизни людей всего земного шара. Но что самое удивительное, вы не найдете в средствах массовой информации упоминания об этих событиях, если не забьете в поисковой строке события у Белого дома.